Старый дом. Джим снимает на YouTube видео в различных заброшенных зданиях, которые расположены на Ближнем Востоке. В его исследованиях зафиксированы довольно пугающие встречи. Среди них есть одно, которое вызвало споры в сети. Давайте посмотрим. لا إله إلا الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. В этом исследовании Джим оказывается в старом полуразрушенном доме и бродит по его комнатам. Мужчина не прекращает расследование, а решает переместиться в другую часть здания, где снимает, по его мнению, деятельность полтергейста. Спустя несколько минут, когда он выходит, Джим фиксирует нечто поистине жуткое. Посмотрите. Некая фигура с темными глазами на несколько секунд показывает себя, а затем исчезает. Трасса. В следующем ролике на оживленной трассе из ниоткуда появляется человек. Посмотрите. Когда машины едут по трассе, посреди дороги можно увидеть фигуру, напоминающую человека. Как она там появилась, остается только гадать. Посмотрев это видео, многие зрители отмечали, что это мог быть реальный призрак, который когда-то погиб именно здесь, на этой трассе. Театр. В следующем видео исследователи паранормальных явлений отправляются в театр, предположительно населенный призраками. Давайте посмотрим, что им удалось заснять. Некая темная фигура проходит по сцене, недалеко от одного из исследователей. Посмотрите еще раз. Фермерский дом. В следующем видео Джо и его друг Роб отправляются исследовать старый заброшенный фермерский дом, расположенный в Браунстауне, штат Мичиган. Они проводят некоторое время, исследуя место, прежде чем замечают нечто жуткое. There's this fly that... Is that a fly or a beetle? Keeps coming near my light. Oh, it's a bee, dude. There's a bee right on my light. Fucking bee. I know, dude. It's like, leave us alone. Хотя сначала это выглядит довольно забавно, поскольку они начинают охоту за мухой, но давайте посмотрим дальше. On these floors, but it looks sketchy. That bee, dude, is not like leaving us alone. This bee keeps trying to attack us. I wish we had some spray to kill it. You good, dude? Спустя буквально несколько секунд нечеткая размытая фигура появляется около мужчин. Настороже. Многие люди верят, что животное имеет обостренное чувство к обнаружению неземного и паранормального. Следующее видео было загружено в TikTok именно с таким позывом. Посмотрим вместе.
Сначала трудно увидеть, но есть некая фигура, которая скрывается в кустах и которую чувствует собака, в конце концов агрессивно реагируя на нее. Трудно сказать, что именно это было, просто тень или фигура человека. Несмотря на это, десятки пользователей сказали, что всегда следует доверять интуиции животных. Когда собака лает, она настороже и беспокоится, поэтому стоит к ней прислушаться. Офисное здание. Следующее видео было опубликовано в ТикТок охранником, который заметил странные явления в офисном здании. Давайте посмотрим. This looks like she's floating, Bob. You got it? Oh god, that gives me the creeps. Изначально видео кажется довольно спокойным, но все меняется буквально за пару секунд. Появляется белая фигура, которая буквально не проходит, а проплывает по коридору. Охранник считает, что это был реальный призрак, и теперь у большинства работников офиса не будет желания возвращаться на свое рабочее место. Черноглазая девушка. В следующем видео нечто пугающее было замечено среди деревьев в печально известном районе Англии. Расположенный в сельской местности Стаффордшира, район, известный как Кеннок-Чейз, с годами приобрел репутацию места обитания всевозможных странных и тревожных вещей. Как туристы, так и местные жители сообщали обо всем. От НЛО и паранормальных явлений до наблюдений странных существ, бродящих по лесу. Это конкретное наблюдение, на котором видно то, что было описано в СМИ как черноглазая девушка, сделано благодаря дрону, который несколько лет назад заснял таинственную фигуру в лесу. Посмотрите, фигуру можно разглядеть довольно отчетливо, и она похожа на женщину с длинными волосами, которая просто стоит и смотрит. Исследователь паранормальных явлений Роберт Плюм сказал, что у них было много сообщений о черноглазой девушке, которую видели гуляющей поблизости. Причем сначала она выглядит как обычная девочка, и прохожие беспокоятся, что маленькая девочка потерялась в лесу. Затем они видят ее глаза, и она просто исчезает. Ночная смена. В следующем видео охранник поделился шокирующим инцидентом, который ему удалось снять во время ночной смены в больнице. See, I fucking don't. No. Мужчина сильно испугался после того, как заметил, по его мнению, призрака, который двигал инвалидную коляску в пустом коридоре больницы. Охранник объяснил, что никогда не испытывал ничего подобного во время смены в больнице, но говорит, что эта встреча останется в его памяти навсегда. На следующем видео все начинается безобидно. Ребенок лежит со своим отцом. Однако, уже через мгновение мы увидим нечто пугающее. Давайте посмотрим. Scary friend.
По словам отца, они с сыном были одни дома. Через несколько секунд его сын рассказывает, что рядом с ними у двери есть некий страшный друг. Отец пристально смотрит на дверь, пытаясь понять, о чем говорит его сын. А то, что происходит дальше, просто шокирует. Свет в коридоре включается, а когда они выходят из комнаты, то дверь в ванную закрывается. Встревоженный отец, который никогда не верил в паранормальное, просит помощи у подписчиков. А каковы ваши мысли? Что именно удалось снять на камеру наблюдения в этом доме? Бункер. В следующем видео мужчина исследует старый бункер, где-то глубоко в лесу. Ютубер входит в комнату, чтобы оставить часть своего оборудования, и закрывает за собой дверь. This is the room where I have my stuff. Спустя несколько мгновений он показывает, что дверь уже открыта. Алло. Он начинает исследовать коридоры и комнаты бункера, чтобы понять, есть ли кто-то еще здесь, помимо него. Через несколько минут ютубер замечает нечто странное. No. Okay, that. Кусок плитки или дерева поднимается вверх с пола буквально на секунду и падает вниз. В этот момент мужчина убегает, но решает все же продолжить расследование. Однако уже вскоре после этого он признает, что тот инцидент встревожил его, и он решает закончить расследование, возвращаясь в комнату, где оставил свое оборудование. Именно в этот момент ютубер заснял еще один пугающий момент. Посмотрите. Okay. I have to go for my stuff, so. Теневая фигура видна в конце коридора. Кажется, буквально на долю секунды она показывает себя и скрывается в темноте. Сосед в доме. Следующее видео сбило с толку многих зрителей. Мужчина по имени Морган утверждает, что в его доме обитает нечто нечеловеческое. Он снимает видео в целях задокументировать это событие. Давайте посмотрим. Babe? Are you upstairs? Когда мужчина идет по дому, в одной из комнат можно увидеть фигуру, которая будто сидит на стуле. По словам мужчины, он уже однажды видел свою жену в их доме, хотя тогда ее на самом деле там не было. Он утверждает, что это мог быть доппельгангер. У многих народов есть легенда о существовании двойника у каждого человека. Слово доппельгангер переводится с немецкого как двойник и означает сущность, точь-в-точь повторяющего образ человека. Такой клон нередко принимает за темную сторону человеческой личности, ангела-хранителя, астрального двойника или даже душу. Должно быть интересно пообщаться со своей точной копией, но бытует мнение, что подобная встреча может закончиться трагически. Некоторые спустя несколько лет осознают, что выглядят в точности как увиденный ими двойник. Другие, которые встретились с полностью идентичным клоном без каких-либо внешних или поведенческих отличий, вскоре покидают этот мир навсегда. Известны случаи, когда доппельгангер является родственником человека, который в скором времени должен умереть. Куклы вызывают у многих жуткие ощущения. Кроме того, что они имеют человекоподобные черты, иногда кажется, что они еще и следят за своими хозяевами. В следующем видео, как утверждает пользователь TikTok, куклы не так безобидны, как хотелось бы. Девушка показывает несколько инцидентов, которые были сняты на камеру. Давайте посмотрим. Justin, you good? Baby? That's your diagnosis. You don't really step out to the majority of people. But it's
Okay, I really do. Oh no, move, God damn it. Oh my God. Okay. Okay, joke's over. В то время, как некоторые куклы просто немного шевелились, Чайки вызывал у девушки особое беспокойство, поскольку ей бы не хотелось повторения сценария одноименного фильма. Дом с привидениями. Следующее видео было загружено девушкой по имени Сара. По ее словам, в интернете она нашла одно загадочное видео, которое содержит убедительные доказательства паранормальных явлений, и решила им поделиться. Сара рассказала, что первоначально видео было опубликовано пользователем по имени Алан Тернер. При этом его страница в соцсети была совершенно пустой. Немного предыстории. Отснятый материал, который мы собираемся посмотреть, был снят в печально известном месте в Англии. Дом прозвали одним из самых известных мест с привидениями в Великобритании. Посетители и гости сообщали, что слышали голоса, шаги и видели нечто вроде действий полтергейста. Самое интересное, дом можно снять в аренду, чтобы самому прочувствовать и испытать эти эмоции. Давайте наконец посмотрим видео. God. You can't scare me, you I'm coming. Sorry for swearing, people. Somebody's just moved about. Oh. The f***ing hell. Okay, Fred, if this is you, piss off. I am your friend. I'm coming up. Well, I'll just have a rest. Right, you stop bloody banging your cow. I'm coming up. You're not scaring me. That is for Alan. To prove that it is top at Bannister. Hello, Pauline, I'm shitting myself. Right. This is little... What? Sounds like there's something in that bedroom. Sometimes it opens the door for you. Emma, if you're in there, can you open my door, please? That's the attic. Can you let me in, Emma? I don't know where to go now. Dare I go towards it? Open door. What the f*** was that? It's not funny when you're on your Todd. Emma, open door for me. There. Okay. That. Fuck. Top of the stairs. Девушка по имени Кэрол исследует дом и идет наверх, чтобы разобраться с шумом, который она слышала. Спустя мгновение кто-то или что-то закрывает дверь ее спальни. Кэрол явно в ужасе от происходящего, но сейчас она заперта наверху. У нее нет выбора, и она продолжает съемки. Now I want to go back down now. I want to go back down now, seriously, in a dead twatting move. Hello? I'm sorry for camera checking, but it's... Big mistake, this doing this cleaning at night. Stupid mistake. Right, I'm coming back to the stairs. I don't... Ah! Oh, God. Oh, Mum. Oh, I don't want my mum because she's an ass, but there you go. Come on, I'm going to man up now. Well, not man up because I'm a woman. I'm going to woman up now. Come on. Can anybody hear what I can hear? Can you hear it, Chris? That's it. Hold on, let me go. Oh, I can't. I have to pass it. Now. Right. Alright, just leave me alone for 5 till I get downstairs, please. Just leave me alone.
Somebody's just said something to me. Who's on? Oh, I'm gonna shit myself. What? Right, I'm coming out, wherever you are. This isn't funny no more. This is not funny. Fuck. Right, I've just shut door. Bed, I'm gonna sit on the I daren't move. Oh, someone's just stopped on that cupboard. Jesus Christ. I'm sat here, I am in it. I've shut door. You know, Chris, this is what we hear all the time, but when we're in house and we're talking, we're taking a notice of it. But, does anybody want me to ask anything? What the hell? Are you sure you heard breathing sounds? Are you sure it's not me, Chris? Oh! I want to go down. All right, I'm sorry. I'm not freezing. Freezing's coming to the bedroom. What was that that's just gone past this? Oh God. I'm gonna go down. I've had enough. Кэрол находится в ужасе и ожидает чего угодно. Вдруг кукла буквально летит в нее из другой комнаты, а затем слышен звук, будто кто-то говорит «Выходи, пожалуйста», а затем раздается нечто похожее на рычание. Somebody's just said something to me. What? Испугавшись, Кэрол уходит в одну из спален и запирается там. Однако дверь открывается, а девушка уже готова заплакать и рассказывает зрителям свои ощущения. Она вдруг почувствовала, что нечто холодное прошло около нее и находится рядом с ней в комнате. Спустя время Кэрол продолжает слышать голоса и наблюдать за паранормальными явлениями. Do you like it when people's in house on their own? There's something on the landing. God, Chris, I wish you were here. What are you, Victoria? I think it's Teddy that's in Emma's room. What the was that? Eileen, I hope you're hearing this and that. Anne-Marie, I hope you're all watching this and that swearing. What was that? Whatever that were, I don't know, because it sounded like something dropping, but I don't know where. Okay. Emma, if that's you on stairs, will you move, please, because I want to go down. Oh, that's me breathing very deeply. The lights just come on. The friggin' light has just come on. Oh. I know I'm fed up today and a bit down, and I did scream and bawl when I come in the house and told it not to come near me and to F off and all this shit. I'm sorry. Right, I'm going to get up and go back on. Maybe I might not. Emma, if this is you, sweetheart, will you just leave me alone a minute so I can get downstairs? Please. Just leave me alone a minute. I'm coming out of Philip's bedroom now, just leave me. Oh, I can hear tapping in that cupboard. I don't know where... Oh, I don't know where to go. I'm right, I'm going to go on to landing. Oh... What the hell? All right, I think I've had enough.
I want to go down. I want to go. Right, I'm gonna watch because I'm gonna kick the Teddy back. Water's running in bathroom. I'm gonna go in and have a look. There's got to be somebody in there. There's really got to be some in there. Something's growling in the bathroom. Затем свет в коридоре включается и открывается кран в ванной комнате. Она также обращает внимание на картину, которая, кажется, смотрит прямо на нее, и ей становится жутко. Emma, I'm sorry for shouting, sweetie. Will you open the door for me, please? I have just seen something. I have just seen something. Right, that's it. I'm off down. I can't take no more. I am off frigging down. The things I do for you lot. Oh, someone's following me. Не все заметили, но когда Кэрол поворачивает камеру в сторону спальни, можно заметить аномальную белую фигуру. Кэрол в конце концов добирается до лестницы и думает, что за ней следят, поэтому убегает из дома. Девушка считает, что она действительно обнаружила внутри нечто паранормальное, и многие зрители с ней согласны. Камера наблюдения. Следующее видео было найдено на YouTube. Блогеры документируют паранормальные инциденты у себя дома. Давайте посмотрим. Когда мужчина отдыхает в гостиной, детский велосипед вдруг начинает двигаться без видимой на то причины, а вместе с ним и стулья. Do you see any trickster cats on this ship? I see it! That means the ship is booby trapped. You're gonna get me this time, you sneaky trickster! Еще один инцидент был снят в детской спальне, когда дети смотрели мультики. Детский стульчик вдруг начинает двигаться, что их не на шутку пугает, и они убегают из комнаты. What just happened? В еще одном видео, которое снято поздно вечером, женщина хотела перекусить, но столкнулась с полтергейстом. Сначала она не обращает особого внимания, но когда тарелка выскальзывает прямо из ее рук, она убегает. В следующем видео мужчина по имени Марвин заснял на видео странный инцидент, когда просто собирался поиграть. Он просто снимал видео, демонстрируя функцию ночного видения. Давайте посмотрим. Hey you guys, I just wanted to show you guys a pretty quick feature of the Xbox One and its Kinect. It actually has a pretty cool night vision that I just found today. If you guys already know it has night vision, then I'm gonna show the people who don't know. So right now it's completely dark in this house right now. All you can basically see is my Xbox One controller. Now I'm gonna switch on the night vision for you guys. As you can see, it's just, it lights up the whole room. It's actually a pretty cool feature. I don't know if they have an app for this or whatnot, but they also have this version of the camera. I don't know what it is. I think it's either infrared or something like that. And then back to dark. As you can see, all you can see is my Xbox controller. And then back to night vision. It's actually, you know, pretty cool feature for the Xbox Kinect that I haven't really heard of until now. Maybe they have an app for it or something like that.
Когда Марвин выключает свет и активирует режим ночного видения, можно заметить аномальную фигуру. Она движется в течение нескольких секунд, прежде чем исчезнуть. Марвин сам заметил это не сразу, только после просмотра снятого материала. А что именно было снято на камеру, для нас навсегда останется загадкой. Неизвестный объект. Семья переживает паранормальную активность после того, как нечто совершило аварийную посадку у них во дворе. Странности начались еще 30 апреля прошлого года, когда семья из Лас-Вегаса сообщила, что какой-то неизвестный объект спустился с неба и совершил аварийную посадку у них на заднем дворе. Некоторое время спустя один из членов семьи позвонил в полицию, чтобы сообщить об инциденте. Он сказал, что рядом с объектом находилось нечто ростом 8 футов, и у него большие глаза, и оно смотрит на них. Мужчина добавил, что это было похоже на инопланетян, так как у них большие блестящие глаза. Семья убеждена, что это не были обычные люди. Когда полицейские прибыли на место происшествия, несколько других членов семьи подтвердили факт наблюдения, а другие жители также сообщили, что они видели, как что-то упало с неба. В то время американское метеоритное общество утверждало, что причиной наблюдений был метеорит. Всего было получено 21 сообщение по Калифорнии, Неваде и Юте. Тем не менее, не всех, похоже, удовлетворило это объяснение. Перенесемся в настоящее. И теперь Энджел Кенмор, тот самый подросток, который сообщил о происшествии в полицию в прошлом году, сказал в интервью, что странности не закончились на разбившемся объекте. An internationally renowned expert in evidence and crime scene reconstruction to examine that Las Vegas video. And we thought surely he would have some answers, and he did. They just weren't the answers. Теперь он утверждает, что нечеловеческое существо, которое он видел в тот день, возможно, было демоном, и что с тех пор дом семьи страдает от паранормальной активности. В одном случае, как сообщается, был замечен христианский крест, который находился в доме и плавал в воздухе, в то время как статуэтка Иисуса была сорвана и брошена через комнату невидимой силой. Оно рядом. Следующий ролик загружен Рубеном Алехандро, молодым человеком из Мексики. Он снимал на видео свою семью в отеле, а после съемки заметил нечто жуткое. Посмотрите. Te voy a poner otro. Ya el último antes de que te vayas. Ven, ya el último. Ven nomás. Лицо кого-то или чего-то появляется около его матери. Казалось бы, это могла быть чья-то шутка, но в номере отеля, кроме его семьи, никого не было. Зрители разделились во мнениях. Одни пользователи верят, что это мог быть призрак бывшего гостя, который скончался здесь. Другие предполагают, что видео было отредактировано. Тротуар. В следующем ролике женщина регулярно делится с подписчиками видео с участием своей дочери. Они снимают все, начиная с пробуждения и заканчивая рабочими процессами. Недавно, когда они уехали на работу, то столкнулись с неприятным инцидентом. В этот раз, по мнению блогеров, они засняли призрачную фигуру, которая стояла на тротуаре. Женщина рассказывает, что каждый день, когда они едут на работу, то видят эту фигуру. Если присмотреться, действительно можно увидеть едва заметную фигуру, предположительно мужчины, который стоит на обочине дороги. Женщина говорит, что она обеспокоена. С одной стороны, это нечто не причиняет никому вреда. С другой, почему оно появляется там и какова его цель? Магазин.
Следующее видео снято на камеру наблюдения в одном из магазинов в Мексике. Сотрудник, который занимался раскладкой товара поздно вечером, заметил странный инцидент. Давайте посмотрим. Пока сотрудник занят рутинными делами, тележка, с которой он раскладывает товар, начинает двигаться. Он это замечает, но продолжает работу. Несколько секунд спустя товар падает с полки. Мужчина это замечает и возвращает его на место. Когда это происходит снова, он абсолютно невозмутимо повторяет это действие. Кажется, его это нисколько не пугает. Испугались? Обосрался. Следующее видео было найдено на YouTube. На кадрах можно заметить кошку и луч света, который движется очень быстро. Он будто летит по воздуху, даже при замедлении скорость очень высокая. Это видео было выложено в поисках ответов. Зрители предполагали, что это мог быть ангел, который спустился с небес для важного дела. Но пользователь все еще пытается понять, что же это было на самом деле. А вы можете ему помочь, написав свои предположения в комментариях. Нечто на дороге. В следующем ролике мы увидим ночную трассу в Аризоне. Когда водитель ехал, он заметил что-то странное на дороге. Давайте посмотрим. Справа от автомобиля появляется полупрозрачная фигура, напоминающая человека. На этом видео заканчивается. Зрители писали, что это мог быть человек, который погиб здесь, на этой трассе, и все еще не может уйти в другой мир. В следующем видео семья заметила, что дверь их гаража была постоянно открытой. Они решили установить камеры наблюдения, чтобы понять причину данного явления. То, что они увидели, их не только удивило, но и испугало. Давайте посмотрим. کلا قفله خب قبلا اینجوری باز میشه در باز میشد در ولی نه ناکن یا اول یا اول دیدی اوه چرا یهو غیب میشه دیگه یه دفعه غیبش میزنه یا اول فاز اینه داستان خونه که صبح پا شدیم دیدیم. На кадрах мы видим фигуру, которая выходит из гаража и, кажется, исчезает в воздухе. Видео вызвало массу споров в сети. Скептики писали, что качество видео оставляет желать лучшего, и его можно было бы просто подделать. Однако, другая часть аудитории убеждена в том, что это был не простой обман, а нечто паранормальное. Хозяева дома говорили о том, что это был точно не человек, так как не было ни признаков взлома, ни пропавших ценных вещей. Жаль, но мы никогда не узнаем, что это было на самом деле, но можем хотя бы предположить. Плантация.
следующем видео мы увидим плантацию Миртлс. Она расположена в Сент-Франсис, штат Луизиана, и занимает территорию в 600 акров. Она была построена в 1796 году генералом Дэвидом Брэдфордом, успешным юристом и заместителем генерального прокурора. В 20 веке прилегающие земли были разделены и проданы наследникам. В 50-х годах прошлого века дом был продан Марджори Мансон, которая одной из первых заметила странные вещи, происходящие вокруг дома, и это привело к многочисленным историям о привидениях. Сообщается, что он был построен на месте индейского могильника и внесен в список одних из самых посещаемых в Америке домов. Говорят, что в этом доме живет молодая индейская женщина. Также есть легенда, что на плантации обитает около 12 призраков, и сообщается о 10 убийствах, которые произошли в доме, хотя исторические записи указывают только на убийство одного человека, Уильяма Винтера, поверенного, который жил на плантации и был застрелен в 1871 году. Сотрудники и посетители говорят, что все еще слышат его шаги. Сейчас плантация открыта для посетителей как музей и отель. Давайте посмотрим, что удалось заснять на одной из экскурсий. Статуя, которая стоит около зеркала, сама по себе падает на пол. Экскурсовод вмешивается, чтобы успокоить гостей, которые находятся в состоянии страха. Присутствие. В следующем ролике мать двоих детей Джессика Кантони поделилась своими переживаниями. Девушка переживала, что их дом преследуется, так как в одном из видео увидела это. Давайте посмотрим. I rap about sucks mismatched and torn. My flow's like a snail, slow and forlorn. I'm the king of nonsense, ruler of love. My brains are marshmallow, never. На видео снят танец Джессики с ее маленькой дочкой. Сначала кажется, что ничего не происходит, но обратите внимание на спальню позади них. На несколько мгновений можно заметить, как темная фигура движется, находясь в комнате. Джессика подтверждает, что она была с дочкой в доме одна, а муж гулял с их собаками в это время. Девушка поделилась, что она уже сталкивалась с необычными инцидентами в этом доме. Сразу после того, как они переехали, пол на кухне стал настолько горячим, будто его раскалили, и им пришлось его заменить. Муж тоже видел весьма необычные вещи, но старался не придавать им значения. Есть еще одно видео от этой семьи. В нем Джессика рассказывает, что ее сын начал разговаривать с невидимым другом. Is that a rhino? No, it's Elsa. Where's Jessica? It's Mateo. Go say hi to Jessica. Он говорит, что друга тоже зовут Джессика, и это не на шутку пугает маму. После всех событий Джессика проводит небольшое расследование и обнаруживает, что многие дома их района были построены на старом кладбище. Когда они установили камеры наблюдения в доме, то их опасения только подтвердились. Некая активность проявлялась в коридоре, когда дома никого не было. Вы можете ясно видеть тени, которые появляются в этом доме. В еще одном видео Джессика делится воспоминаниями о том, что когда они только переехали в этот дом, она потеряла сознание. Несмотря на то, что девушка никогда до этого не падала в обморок, теперь она убеждена в том, что это была не случайность. Еще одно видео подтверждение, которое нашла Джессика, как дверь открывалась сама по себе, когда их не было дома. Ни она, ни ее муж не могут рационально объяснить эти явления. Они даже обращались в компанию по борьбе с вредителями, чтобы проверить, не завелось ли в доме или около него дикое животное. Но, к их сожалению, они ничего не обнаружили. От бессилия они пригласили священника в свой дом, который несколько часов читал молитвы и в конце концов дал совет покинуть это жилье. Клиника.
Следующее видео было снято внутри клиники. Обычно девушка документировала забавные моменты, которые происходят на работе, чтобы немного снять стресс и отдохнуть. Но сейчас речь о другом. Событие произошло в ноябре 2023 года. Дженна достала телефон, когда она услышала детский голос, который доносился будто из ниоткуда, так как рядом детей не было. Посмотрите и внимательно послушайте. That was clear though. Like that was super clear. Here it goes again. Super clear. Here it goes again. You think it's funny? Yeah. Stop it. And then the freaking phone rings. Дженна рассказывает, что голос был очень похож на детский, и он будто не просто говорил, а отвечал на вопросы, которые задавал персонал. Но это было не единственное видео, снятое в той больнице. За несколько дней до инцидента с детским голосом другой сотрудник заснял данное видео. Давайте посмотрим. Do it again. Jesus Christ. Come on. You can do it. Move it. Come on, move it. What the f***? Stop. Stop. Move it, come on. Can you knock it down? You can knock it down, come on. Y'all, come on. Y'all, that box is f***ing moving. I can't even say this right. Come on. Stop. Nope. 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 We're done. Мужчина, кажется, находится на складе с лекарствами. Спустя несколько секунд коробка с лекарством, похоже, двигается сама по себе. Кладбище Роуз-Лоу. В следующем видео Ян решает посетить кладбище Роуз-Лоун в Миннесоте, которое считается населенным призраками местом. Кладбище было неформально открыто в 1886 году, когда полковник Уильям Маршалл похоронил здесь своего боевого коня. В дальнейшем земля была продана, а место преобразовано в общественное кладбище. Тем не менее считается, что множество разных духов до сих пор преследуют могилы, и один из них тот самый конь Уильяма Маршалла. По легенде, если ты посетишь это место, то сможешь услышать звуки копыт, а если присмотришься, то увидишь и отпечатки. Те, кто посещал кладбище, говорили также, что слышали шепот и необъяснимые шаги, а также видели темные фигуры, которые стояли около надгробий. По еще одной легенде, призрак, которого называют улыбающийся Джек, обитает на этом кладбище. Согласно местным рассказам, в полицию поступило несколько звонков от человека, который оказался запертым внутри мавзолея. Но когда они ответили, что полиция так никого и не нашла, местные жители решили, что перед ними привидение. Его прозвали улыбающийся Джек, потому что в задней части мавзолея находится витражный портрет улыбающегося человека, который был похоронен там. Ян идет на кладбище и начинает исследование. Makes me wonder why they would seal it. Like, what reason would they have to do that? I don't know. It's pretty weird. Вау, что это было? Здравствуйте. Здравствуйте. Все в порядке. Я только что услышал что-то прямо перед собой. Вы тот самый дух, который обитает в этом мавзолее?
Вы You over здесь? here? Подайте sign мне if знак, you're если here. вы здесь. Хорошо, это было где-то здесь. Hello? Hello? There's nobody. I keep hearing like footsteps walking around this. Спустя несколько минут после входа он замечает движение и пытается понять, что это было. Но уже вскоре он слышит шаги, будто на кладбище он находится совсем не один. Несмотря на опасения, он продолжает исследовать кладбище в поисках ответов. Интересная маленькая птичка щебечет на заднем плане. Я думаю, вы составите мне небольшую компанию. Это жуткое кладбище. Вау, что за чертовщина? Что это было? Это было похоже на голос. Я только что слышал, как кто-то разговаривал. Черт возьми. Кто вы такой? Почему вы здесь? Не могли бы вы сказать еще раз? Ребята, здесь никого нет. Yet, I just heard somebody clear as day. Срань Господня. Это было прямо у меня за спиной. Спустя несколько мгновений Ян слышит голос, доносящийся от одного из надгробий. Послушайте, кажется, что кто-то сказал ему привет, но оказалось, что все только начинается, и дух говорит, что он находится прямо здесь, около Яна. Он продолжает исследовать территорию кладбища и видит нечто действительно загадочное. Anyone over here? Как я уже сказал, в этом месте так много мавзолеев. Их почти больше, чем надгробий. Там никого нет дома. Эй, какого хрена? Это что, только что сдвинулось с места? Этот долбанный ангел только что повернулся и посмотрел на меня. Вы это видите? Он смотрит прямо на меня. На самом деле у меня от этого мурашки по коже. Я не хочу приближаться к нему. Oh God, okay. Hello? Who just moved this statue? Как, черт возьми, вы это объясните? Она стояла лицом в эту сторону. Прямо как мать Мария здесь. А теперь посмотрите, она буквально повернулась на 90 градусов. I mean, that is supernatural. I don't know how else you would explain that. Статуя ангела начинает двигаться, будто специально поворачиваясь к Яну, чтобы посмотреть прямо на него. Это не на шутку его пугает, и он сначала сторонится этого места. Но вскоре Ян все же решается подойти и посмотреть вблизи на статуи ангелов. Не могли бы вы снова передвинуть ее? Если да, то нажмите на зеленый индикатор. О, хорошо. Давайте посмотрим, сдвинется ли она с места. What? Did you see that? Черт возьми, она только что снова сдвинулась с места. Я не могу в это поверить. Спасибо вам.
Большое вам спасибо. Я больше не буду просить за себя, хорошо? Я просто возьму вот здесь свой кейс. Oh my god, dude, I cannot believe that. And best of all, I caught that on camera. I know I did. Holy crap. Используя Spirit Box, ютубер просит духа показать себя. Он понимает, что здесь действительно кто-то есть, так как оборудование реагирует на паранормальную активность, а затем и вовсе статуя начинает двигаться, когда Ян стоит прямо около нее. Он не может поверить в то, что ему удалось увидеть на этом кладбище. Но на этом все не заканчивается. Когда Ян идет по кладбищу, он слышит некий шорох в кустах. Он решает подойти и проверить, но в итоге пугается еще больше. Кто здесь? Я не причиню вам вреда. О, как странно, эта могила словно зарыта среди деревьев. Ее даже не видно. Вот она. Это определенно подходящее название. Они чуть не довели меня до сердечного приступа. Честно говоря, я имею в виду, что здесь могут быть птицы. Я собираюсь осмотреться. Я не слышал никаких хлопающих крыльев. Пожалуйста, не пугайте меня снова. Я не вижу никаких птиц или чего-то подобного. Кто-то или что-то шевелит деревья, когда Ян находится около них. После осмотра этого места, решив, что это могли быть птицы, и тем самым успокоив себя, ютубер продолжает бродить по кладбищу. Дальше он видит мавзолей, дверь которого почему-то открыта, хотя обычно она заперта. Это заставляет его задуматься. Ян пытается выяснить, есть ли там кто-то, и слышит неожиданный ответ. Все эти хранилища заперты. Так что это заставляет задуматься, как же это открылось. Либо у кого-то должен был быть ключ, либо что-то открыло его изнутри. Здесь есть кто-нибудь? Кто-то только что сказал привет. Hi. Как вас зовут? Меня зовут Йен. I've got chills. Кто-то или что-то будто здоровается с ним, хотя внутри мы никого не наблюдаем. Он спрашивает, как зовут предполагаемого духа, но в ответ получает неразборчивую речь. А спустя буквально несколько секунд происходит нечто шокирующее. Holy shit, this is insane. I wonder if I should go inside of it. I don't know if that's a good idea. Whoa! Did that just move? That door just opened even more! Дверь мавзолея открывается, будто нечто приглашает Яна войти внутрь. Настороженный, но смелый Ян принимает предложение и отправляется прямо туда. If that thing closes, you're gonna hear me scream. Что за хрень? Мне только что показалось, что что-то коснулось моей шеи. Вы только что прикоснулись ко мне? Я почувствовал, что вы только что прикоснулись ко мне. Ребята, у меня здесь возникает действительно жуткое ощущение. Что это было? Oh God, get me out of there. Oh God, damn. That thing just launched right at me.
Спустя некоторое время после осмотра он чувствует, будто что-то его коснулось. Испытывая жуткие ощущения, Яна не перестает преследовать паранормальная активность, так как ваза в мавзолее начинает двигаться. Блогер решает покинуть мавзолей, но продолжить исследование кладбища. Стоп, что за чертовщина? Там вроде как горит свет. Вы это видите? Это странно. Посмотрите на это. Видите это? Я никогда раньше такого не видел. Это мавзолей с подсветкой внутри. Да, только посмотрите на это. Там все освещено. Я попробую постучать по нему. Посмотрим, что получится. Я даже этого не могу сделать. Мне мешает этот забор. Это так странно. Я никогда раньше такого не видел. What the hell? What the hell is going on? Только что погас свет. Он буквально только что погас. Кто здесь находится? Я едва могу разглядеть, что там внутри. И я вижу достаточно. Достаточно, чтобы понять, что там никого нет. Она заперта. Туда никак не попасть. Я думаю, я был бы еще больше напуган, если бы там был настоящий человек. Что это, черт возьми, такое? Он замечает еще одно помещение, и Яну кажется, что там горит свет. Отправившись прямо туда, блогер решает постучаться в окно. Однако через мгновение в мавзолее будто гаснет свет. Ян показывает, что дверь заперта, и туда никто не мог проникнуть. Но что же тогда это было? Ян решает снова использовать Spirit Box в попытках найти дух улыбающегося Джека, о котором в этом месте ходят легенды. Jack, if you can hear my voice. Не могли бы вы дотронуться до этой зеленой лампочки? Используйте столько энергии, сколько вам нужно. Подайте мне знак, что вы здесь со мной. Блогер просит показать себя, и ответ его шокирует. Дверь вдруг начинает шататься, будто кто-то хочет выйти из мавзолея, но не может. Ян делает несколько фотографий в надежде заснять духа, обитающего на кладбище. Однако ничего не обнаруживает, но он обращает внимание на еще один мавзолей и заходит прямо туда. Что за чертовщина? Oh my god. That sent a jolt down my spine. Я должен туда заглянуть. Здесь должен быть хоть один человек. Hello? О, как странно. Вы это видите? Это окно как будто светится. It's like glowing. Оно действительно светится. There's a fucking shadow in there. Спустя несколько мгновений он видит темную фигуру, которая реально пугает. Предполагая, что это мог быть дух того самого Джека, Ян говорит, что он находится на пределе и решает закончить это расследование. Мистика везде, в каждом углу тени. Ужасы под кроватью, призраки в аллее. Контент морозит кровь, ты дрожишь. Другая сторона, страх это фетиш.
Смех сквозь темноту, юмора искра. Мистический канал истории у костра. Подпишись, не бойся, уже пора. Наш телеграм на все времена. Подпишись на телеграм. Где призраки играют. Будешь смеяться и дрожать. Другая сторона. Нет времени объяснять. Подпишись на телеграм. Онлайн-карта. В следующем видео женщина по имени Пэддлтон заметила то, что привлекло любителей паранормальных явлений. Когда она прогуливалась на онлайн-карте Google Maps около кладбища, то заметила призрака. Пэддлтон выложила ролик в TikTok, и он стал вирусным. Давайте посмотрим. I think I might have just found like a ghost or Google Maps first ghost. Google Gilson Cemetery. It is a historic site in Nashua, New Hampshire. Rumored to be haunted, blah, blah. Go on Street View, take a 360, and take a little stroll down the road. Just look. Пэддлтон переключает Google на панораму 360 градусов и прогуливается по дороге, показывая фигуру с размытым лицом, которая скрывается в местности. При увеличении изображения видно нечто похожее на голову и туловище мужчины средних лет, который смотрит на зрителя, как персонаж фильма ужасов. Пользователи писали, что кладбище Гилсона является местом, которое притягивает паранормальное. Очевидцы отмечали, что слышали здесь крики, а некоторые вовсе утверждают, что они ощущали присутствие неизвестного существа около себя, в том числе женщину в белом платье и ребенка, бродивших вокруг надгробий. Среди самых странных инцидентов на этом кладбище была дыра в центре могилы Уолтера Гилсона, который умер 28 августа 1811 года в возрасте 5 лет. Это видео облетело весь интернет и за несколько лет набрало 13 миллионов просмотров. На видео отель в Иллинойсе, где проходило мероприятие еще в 2003 году. Когда гости сообщили о странных шумах и необъяснимых криках, сотрудники начали просматривать записи с камер наблюдения. Однако не было выявлено ничего необычного. Жалобы, тем не менее, не прекращались, а гости часто упоминали о звуках и скрежете за стенами, которые доносились в основном из номера 209. Однако спустя время была найдена одна любопытная запись. Когда мужчина подходит к номеру 209, он слышит жуткие крики и решает зайти внутрь. А теперь смотрите внимательно. John says he hears the screaming coming from that room, and I hear it too. But we're sure that no one's checked into that room, correct? John, just wait. We're gonna get a hold of the police, so I would wait for the police, John. Amy, John's gonna enter the room real quick. Just
door is on, but nobody's in there. Man, that's scary. I'm officially freaked out now. Спустя некоторое время видно, как некая белая фигура выходит и быстро движется по коридору, но мужчина при этом никого не видит. Зрители были напуганы, и многие полагают, что это видео является подлинным свидетельством паранормальных явлений. Некоторые также прокомментировали ужасающие крики, которые можно было услышать из комнаты, говоря о том, что теперь им снятся кошмары, и у них возникают мурашки по коже от испуга. А как вы думаете, что действительно обитает в номере 209 этого отеля? Ночная дорога. Следующее видео снято, когда мужчина по имени Карл ехал на мотоцикле ночью. Давайте посмотрим. Призрачная фигура внезапно появляется на дороге, когда Карл едет по ней. Спустя мгновение она исчезает, будто ее никогда там и не было. Тесла. В следующем видео владелица Теслы по имени Манана показала, как камера автомобиля записала нечто пугающее, когда она ехала домой. Посмотрим вместе. Человек, кажется, стоит на оживленной трассе. В это время через него даже проезжает машина, но он остается неподвижным. Спустя некоторое время фигура начинает двигаться, прямо как человек. Манана отметила, что все это продолжалось около 10 минут. Она обратилась к своим подписчикам в поисках ответов, говоря о том, что камера Тесла, по-видимому, обнаруживает сущности, которые человеческий глаз не может видеть. Конная ферма. Следующее видео было записано ранним утром. Девушка по имени Мэнди услышала странный шум и решила найти его источник. В ходе расследования Мэнди сообщила, что ее дом 100 лет назад использовался как конная ферма и позже удостоился внимания паранормальных исследователей, так как люди, живущие неподалеку, говорили о том, что здесь обитают призраки. После исследования дома Мэнди не заметила ничего необычного, но когда она выглянула в окно, то засняла то, что выходит за рамки ее представлений.
Аномальная белая фигура движется совершенно рандомно. При этом девушка отмечает, что можно было услышать звук, напоминающий лошадь, хотя все сараи пустуют уже лет 20, а соседи, которые держат лошадей, живут в нескольких кварталах отсюда. Заброшенный дом. Следующее видео было найдено на YouTube. Алистер исследовал старый заброшенный дом в лесу и сначала не заметил, что снял что-то действительно жуткое. После просмотра видео он заметил нечто тревожное и решил узнать мнение своих подписчиков. Смотрите внимательно. Here's the main house. Okay. Cool. Did the property be out? Сначала можно не заметить, но когда Алистер поворачивает камеру, в одном из окон можно увидеть бледное лицо. Нечто будто наблюдало за ним, когда он приближался к дому. Призрак собаки. Следующее видео известно в сети как «Призрак собаки». Эти кадры вызвали настоящий ажиотаж среди любителей паранормальных явлений в интернете. На видео показана ночная улица, на которой совсем нет людей. Однако, уже скоро появляется странная серая фигура, которая перемещается по улице. И как ни странно, что бы это ни было, оно будто проходит сквозь машину. Зрители устроили настоящие дебаты, рассуждая, был ли это призрак собаки или кошки. Однако не все предполагали, что это было нечто паранормальное. Несколько пользователей писали о том, что это могла быть ошибка в объективе или насекомое, которое ползло по камере. Следующее видео было опубликовано мужчиной по имени Том. Первый источник неизвестен, но видео вызвало массу дискуссий. История такова, что когда друзья ушли на ужин в другую семью, в их доме начало происходить нечто поистине жуткое. Они получили уведомление на телефон о движении и увидели это. Кошка буквально поднимается в воздух, будто кто-то или что-то ей управляет. Мужчина был шокирован после просмотра и боялся возвращаться домой. Что произошло дальше и жива ли эта кошка, неизвестно. А было ли это реальное видео или просто шутка, как всегда, решайте сами. Отель. Следующее видео из загородного отеля в Латинской Америке. Гости часто являются свидетелями странных инцидентов, когда их вещи пропадают или же в номере они обнаруживают беспорядок, хотя до этого была уборка. Давайте посмотрим видео. Se veía una persona en la habitación 30 y le dije no, y me dice, ¿está ocupada? Le digo no, se desocupó en la mañana. Y no hay nadie, yo misma fui a ventilar esa habitación. Y ahorita que voy pasando por acá me doy cuenta que sí es cierto, se ve como que si alguien se estuviera asomando en la ventana. Vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver qué hay ahí, pero se supone que no hay nada. Y sigue ahí viéndose. Aquí más cerquita. Sí, miren, ahí se alcanza a ver una cara, unos ojos.
Vamos a ver. Vamos a ver a esa habitación. Estamos subiendo las escaleras porque desde ahí es donde estábamos viendo que se veía. Aquí ya no se ve nada, a lo mejor por el reflejo de la luz. Y vamos a ver en la habitación. Aquí está la cama, porque esta es una habitación pequeña. Aquí pues no se ve nada. Y aquí está la tele, donde estábamos, donde se supone que se veía, pero no se ve nada. No entiendo por qué está ahí. ¡Ah! ¡Ay! На видео сотрудник отеля исследует комнату, отмеченную коллегой свободной. По мере приближения можно заметить нечто странное на балконе. Посмотрите сами. Некоторые пользователи предполагают, что это может быть человек. Другие утверждают, что это нечто нечеловеческое. После того, как женщина входит в комнату, она обнаруживает, что этой загадочной фигуры нигде нет. Однако спустя несколько секунд слышен громкий шум, который ее пугает. Ты призрак? Nissan, Honda, Mitsubishi. Да, меня убили, и мой дух бродит по земле. Странный объект. Следующее видео, найденное в ТикТок, снято камерой наблюдения, которая зафиксировала странный объект. По словам пользователя, загрузившего видео, на его телефон пришло уведомление с камеры наблюдения. Мужчина с любопытством открыл видео и был озадачен. Посмотрим вместе. Рядом с автомобилем появляется фигура кого-то или чего-то. Однако, когда камера перенастраивается, загадочная фигура исчезает. Как вы могли заметить, в тот день шел снег. Мужчина говорит, что раньше, даже при больших осадках, такого не было, хотя камера установлена достаточно давно. Среди пользователей, которые посмотрели видео, были различные варианты. Некоторые писали, что это мог быть паук или жук, который заставил камеру расфокусироваться. Другие пишут, что это мог быть призрак. Третьи считают, что это могла быть тень, а фигура просто иллюзия. Новая квартира. В следующем видео девушка переехала в новую квартиру во Франции. Спустя несколько дней она заметила, что ее мучают кошмары, а в доме происходит что-то паранормальное. Розанна, переживая о своей семье, отправила сына к отцу, а сама начала расследовать, что же на самом деле происходит в квартире. Мигает свет, и игрушка-качалка качается, а затем слышен звук, который ее пугает. Находясь в ужасе, Розанна решает пока уехать в отель и позвать священника, который поможет разобраться. Она ждет прихода священника несколько дней. Розанна рассказывает, что после его прихода в доме ничего не меняется. Девушка решает бороться своими силами. Она использовала соль и читала Коран.
с целью избавиться от паранормальной активности. По словам Розанны, она нашла единственное наиболее спокойное место. Это гостиная в их доме. Именно там теперь она проводит ночи в одиночестве. Однако одной ночью в 3:30 она слышит громкий хлопок и выходит посмотреть, что происходит. По мнению Розанны, в тот день ей удалось заснять активность полтергейста, от которого она не может избавиться ни одним из методов. Заправочная станция. На следующем видео из Индии, которое буквально облетело весь интернет, мы видим группу людей, которые, как сообщается, устроили своеобразную вечеринку по случаю дня рождения, находясь при этом на заправочной станции. Примерно через 3 секунды после начала ролика можно увидеть таинственную фигуру, которая быстро перемещается на заднем плане, прежде чем исчезнуть. Никто из участников вечеринки, похоже, не замечает аномалий, и тот, кто снимает, никак не реагирует. Некоторые предположили, что призрак мог быть отражением проезжающего мимо автомобиля или даже струйкой дыма от того, кто курил сигарету за кадром. В следующем видео, когда мужчина наслаждался солнцем и находился в отпуске, он получил уведомление о движении в своем доме. Смотрите внимательно. Слева можно увидеть фигуру, будто проходящую по комнате. Мужчина остался озадаченным, так и не понимая, кто или кто это мог быть. Думая о том, что это мог быть простой сбой, мужчина продолжал отдыхать в долгожданном отпуске. Однако странные события не переставали происходить. В еще одном видео, снятом на камеру наблюдения в квартире, можно снова увидеть фигуру и заметить вспышку света. Зрители высказывали предположение о том, что такие вспышки могут использоваться существами из других миров для маскировки. Мужчина, тем не менее, теперь боится находиться в собственном доме. Похороны. На следующем видео сняты похороны в Доминиканской республике. Скорбящие родственники не смогли сдержать свое удивление, когда увидели это. Посмотрим вместе. Можно увидеть, как венок, установленный на подставке, начинает шевелиться, причем довольно быстро. Это явление вызвало дискуссию в интернете. Некоторые пользователи делились мнением о том,
что это мог быть неудачный розыгрыш. Другие писали, что всему виной сверхъестественные причины. Когда душа прощается с нынешним местом существования, такое может происходить. Психиатрическая больница. Следующее видео было опубликовано Джесс, которая работает в ночную смену в психиатрической больнице. Давайте посмотрим. What is that? Because it is not me. This is me leaving, closing the door. Темная фигура появляется в зеркальном отражении. Кажется, это нечто стояло около девушки. Джесс уверена, что людей в это время около нее не было. Тогда кто же скрывался позади? Мнения пользователей, как всегда, разделились. Одни писали, что это мог быть просто пациент, который надел черную мантию и находился не в себе. Другие отмечали, что видео постановочное. Пугающая фигура. Следующее видео сняла девочка-подросток Милдред, когда обнаружила, что ее собака забралась на кровать и легла на одеяло, хотя она никогда этого не делала раньше. Собака лежала с ней и ее сестрой, и девочка решила все снять на камеру. При просмотре видео она обнаружила нечто поистине жуткое. Давайте посмотрим. И если смотреть внимательно, буквально на мгновение можно увидеть пугающую фигуру, похожую на девушку. Милдред рассказывает, что единственным человеком, который в то время находился в квартире, была ее сестра, но она лежала прямо рядом с ней. По ее мнению, именно эта фигура могла напугать ее собаку. Когда она искала ответ, Милдред сделала увеличенный скриншот данной фигуры и спросила в социальных сетях, кто или что это могло быть. После этого она не может спать по ночам. Ей снятся кошмары, связанные с ней и ее сестрой. На данный момент Милдред все еще не знает, что ей тогда удалось заснять. Следующее видео сбило с толку многих зрителей. Все началось с того, что на дверной звонок одной женщины пришло оповещение, когда она была не дома. Вернувшись, она решила посмотреть видео. Сначала кажется, что женщина просто бродит по дороге, но мы не можем не заметить, что она выглядит достаточно старомодно, будто одета в викторианском стиле. Потом она удаляется, выходит на дорогу и растворяется. Что это было на самом деле, женщина затрудняется ответить, но она убеждена, что никто из ее соседей не бродит по ночам, да и еще в такой одежде. Но это было еще не все. Видео с другой камеры сильно напугало хозяйку дома. В ролике предполагаемый дух точно хотел быть услышанным. Посмотрим и послушаем вместе. Можно услышать, что нечто представляется как Анна.
В левой части экрана можно увидеть темную фигуру, которая будто стоит и наблюдает, что выглядит достаточно жутко. Вернувшись домой, женщина обыскала дом, задний двор и сарай и ничего не обнаружила. Она и представить не может, какая цель у этого духа и чего он хочет от нее. Детские страхи. Следующее видео было найдено в TikTok. К слову, эти кадры напугали многих родителей. Sure, I'll play with you. So let you play, yeah. Boing, boing, boing. Девочка готовилась ко сну и хотела немного поиграть, еще не зная, какой ужас ее ждет. Замечая некий свет под кроватью, девочка спускается, чтобы посмотреть. Спустя несколько мгновений она уже лезет под кровать, а еще дальше происходит нечто действительно жуткое. Девочку буквально затягивает под кровать. Она кричит, пытаясь сопротивляться. Зрелище реально жуткое, согласитесь? Ее мама, услышав крики, приходит в комнату и просит дочь вылезти из-под кровати. Она вводит ее в свою комнату, чтобы попытаться разобраться в ситуации. Через несколько дней мама снимает еще одно видео, чтобы дать ответы на вопросы своих подписчиков. То, что интересовало их больше всего, это заглядывали ли они под кровать. Женщина рассказала, что 2 дня они не входили в комнату и решила все же пересилить себя. Она входит в комнату и снимает все на камеру. Под кроватью она обнаруживает куклу, которая, кажется, шевелится, как живой человек. Даже мама девочки после этого пугается и покидает комнату. Женщина рассказывает, что прошлые владельцы дома говорили им о том, что здесь присутствует жуткая атмосфера из-за близости к кладбищу. Но она и представить не могла, что ее семья столкнется с такими инцидентами. Кладбище. В следующем видео Джермейн Экстремо, молодой исследователь из Аргентины, транслирует свои расследования в прямом эфире. В этот раз он отправился на кладбище, в котором, по легендам, обитают привидения. Посетители рассказывали о звуках шагов позади них, а также шепоте и тенях, которые появляются прямо около них. Джермейн начинает исследование кладбища и натыкается на доску Уиджи, которую кто-то положил на могилу ребенка. Encuentro una ouija en un cementerio y cometo un gran error. No, amigos y amigas, miren esto. No, no, no. Quiero creer... No quiero creer que esto sean gotas de... Gotas de sangre. Llévala. No me tienten. No me tienten, por favor. Ay, esta tumba. ¿Qué es esto? No, amigo, no, una cuija. Lo siento mucho. Voy a agarrar con la bolsa. No. Oh, ya fue, con las manos. Мужчина решает убрать доску для спиритических сеансов с могилы и идет к выходу.
Me voy. Disculpen, amigos, disculpen de verdad, pero son oportunidades que pasan una vez en 1000 años. Así que me voy. Espere. Только спустя несколько дней, посмотрев видео внимательно, он замечает нечто жуткое. Еще на кладбище фигура следовала за ним. Если посмотреть в замедленном режиме, то несложно заметить. Но также темная фигура ровно в 3 часа 35 минут появляется недалеко от его квартиры. Miren, amigo. Son las, a ver si se ve, 3:35 de la madrugada. Otra vez me despierto por ruidos fuertes en el techo y cuando me asomo por la ventana, miren. ¿Qué es eso? Explíquenme. ¿Qué es eso? Vamos a ver de afuera. Vamos a ver si se ve de acá. No se ve. Miren. Miren. ¿Qué es eso? ¿Qué onda? Hola. ¿A quién busca? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Miren. Enfoca. Vamos a ver. ¿Qué? ¿Qué se hizo? ¿No se estaba para acá? Acá estaba para... ¿Qué onda, loco? Vengo saliendo de ahí. Aquí estaba parada. Puta madre. Как только Джермейн выходит, чтобы приблизиться к ней, это нечто пропадает. По мнению зрителей, она могла последовать за ним, так как не стоило трогать, а тем более забирать то, что ему не принадлежит. Таким образом, он мог побеспокоить мертвых. В следующем видео, когда Джермейн был уже дома, в его квартире начали происходить жуткие инциденты. Посмотрите. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Ey! ¿Hay alguien ahí? Otra vez, verde, negro. Mierda. Otra vez lo mismo. Otra vez. No me puede estar pasando esto.
Когда мужчина готовится ко сну, шкаф открывается сам по себе, и оттуда доносятся странные звуки. Когда Джармейн идет проверить, то через окно он видит, как темная сущность быстро проносится по улице, будто напоминая о своем присутствии рядом с ним. Самые зоркие зрители также заметили, что когда Джармейн находился около зеркала, позади него можно заметить эту сущность. Некоторые пользователи предполагают, что темная фигура – это злобная сущность. Следующий ролик был снят на камеру наблюдения в доме. Пока девушка убиралась на кухне, ее дочь развлекала себя в детском манеже. Посмотрим вместе. Сначала кажется, что девочка сама двигает манеж, в котором находится, но смотрите дальше. По мнению ее матери, их дом населен чем-то паранормальным. Несмотря на то, что она заметила движение манежа не сразу, но когда он буквально поехал в другую сторону комнаты, мама так испугалась за свою дочь, что решила поскорее уйти из дома. В следующем видео камера наблюдения сняла действительно странный инцидент. Девушка решила немного подремать днем, но никак не ожидала, что вместо спокойного сна она встретится с тем, что ее испугает. Подставка с телевизором вдруг начинает двигаться без видимой на то причины, пока не достигнет другого конца комнаты. Девушка не замечает это, так как уже засыпает, но в тот же день происходит еще кое-что. На еще одном видео девушка делает себе укладку, как вдруг вода в ванной включается сама по себе. Она замечает это и идет все выключить и убрать. Ситуация повторяется и кажется, нечто паранормальное пытается напугать девушку, поэтому она убегает из ванной комнаты. Многие зрители писали, что это могла быть постановка, а другие убеждены в том, что нужно покинуть дом, который населен паранормальными силами. А что это было на самом деле, решать только вам. Заброшенная больница.
Следующее видео снято в заброшенной больнице в Мексике. По слухам, здесь обитает привидение, поэтому команда расследует это место и снимает все на камеру. В течение многих лет местные жители сообщали о странных событиях, происходящих на территории, и призрачных фигурах, которые можно увидеть в окнах. Mira, mira, Lalo, no, Lalo. La puerta, güey. No, Lalo, ¿qué está pasando, Lalo? Se siente mucho más fresco. Ay, cabrón, güey, ¿qué fue eso? ¿Sí escuchaste eso? Como exploradores sabemos los dos, güey, que venir a un hospital va a haber mucha manifestación. Y nos presentamos, güey. No, güey, eso no es para presentarse, güey. Esto es para poder captar todo lo que se Y ya pueda. seguir, güey, la neta, güey, está fuerte, güey. Ay, güey. Uy, nos asustó, güey, Y el tercero no lo recorrimos con Sarai, güey, No, es cierto, no lo recorrimos, güey. En la capilla. Vamos a la capilla o al pasillo primero, güey. Yo digo que los pasillos, güey. Al pasillo, ¿verdad? A la izquierda, por acá. Dijimos, bueno, Se escucha muy bien. aquí. Esto fue, aquí se movió, ¿eh? ¿Fue esto? ¿Qué decía? Когда команда только входит в здание, то слышен странный звук, который исходит из всех комнат сразу. Люстры шатаются, а напряжение и тревожная атмосфера усиливаются. Несмотря на это, они продолжают исследование здания. Buenas noches. La madre, güey. Mira, a la sangre, güey. Güey, la sangre sigue tirando, güey. ¡Ay! Pues encerraron. ¿Quién está ahí? Hola. ¿Quién está ahí? Me siento fuerte, su puta madre, güey. Estoy cagado, la neta, güey. Me tiemblan las piernas, te lo juro, güey. Ten cuidado, güey. No sabemos contra qué estamos combatiendo, güey. No mames, ¿qué fue eso? Güey. No mames, eso está tan alto, güey. Las lámparas, güey. José, te voy a decir algo. Mira la puerta, mira la puerta, mira la puerta, mira la puerta, Lalo, mira la puerta, Lalo. Cierra la puerta, pues. Cosas, cabrón, mamá, ¿cómo se hizo, güey? Güey, no hay que estar retando a esta madre, güey. No hay que estar retando a esta madre. Te voy a decir algo. Escúchame. Esta madre está alta. Mide más de 2 metros. No alcanzo yo. ¿Por qué te abres? ¿Por qué te abres? Mira la puerta, güey. ¿Estás ahí? Haz algo, pues. No mames, güey, yo me voy a la mierda de aquí, güey. No, güey. No, yo me voy, güey. No, El tercer piso está más cabrón. No, güey, yo me voy, güey. Te da falta la iglesia, güey. No, yo me voy, güey, la neta, güey. Aquí, on fire. No mames, lo que es eso, güey. No, ¿qué es eso? ¿Hola? Vete a la verga, güey. Vete a la verga, güey. Dale, güey. Dale, no hay nadie, güey. ¿No hay nada, güey? Alguien se hizo encontrar alguien aquí, güey. No hay nada. A ver. No hay nada, güey, no hay nada. Mira, no hay nada, güey. Ay, Dios mío. ¿Qué fue eso, güey? ¿La lámpara? ¿Viste la lámpara, güey? Vete a mames, güey. Ve arriba, 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 arriba. Arriba. ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Ay, me está moviendo. Ay, Dios mío. No sé qué hacer.
Спустя несколько мгновений мужчины замечают нечто красное, похожее на кровь, предполагая, что здесь могли совершать некий ритуал. Они замечают, как дверь силой закрывается и выходят в коридор. Люстры начинают качаться все сильнее, а в самом конце коридора исследователи замечают фигуру, проходящую по больнице. Мужчины буквально бегут в ту палату, но никого не находят. Спустя несколько минут исследования люстры снова начинают качаться, будто предупреждая мужчин о чем-то. Estoy en el tercer piso. ¿Quién está ahí? ¿Qué es lo que quieres? No seas mamón, güey. Tocaron aquí en el elevador. ¿Qué es lo que quieres? José, no me dejes tanto solo, güey. José. No mames, hermano. La neta está bien cabrón aquí, güey. Tercer piso. Güey, mira, mira en el cuarto, mira en el cuarto. Se asomó alguien ahí, güey. Se asomó alguien ahí. No seas mamón, güey. ¿Qué pedo, güey? Ay, mira la puerta, mira, mira, no cerró la puerta. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? ¿Qué busca de nosotros? ¿Qué quieres lograr? Elevador. Fue aquí. Y este elevador no se puede abrir. No se puede abrir. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué Ay, lo grabaste. Me tardé para grabarlo. ¿Tú fuiste? ¿Hay alguien? No, ya lo estoy grabando bien. Los perros. Donde Alejandro se acostó en la cama. Hay fuego a la ouija. Uy, fue como una silla, güey. Se me hace que aquel pasillo, güey, es donde más se está escuchando. A ver, si vamos a otro recorrido, ¿qué onda, güey? Uy, tocaron la puerta, güey. Aquí donde siente más, güey. Aquí donde dice silencio. Fue acá, güey. ¿Está alguien con nosotros? Uy. ¿Hola? ¡La enfermera, güey! ¡Vamos con el virus! ¡La enfermera, güey! ¡Cerró la puerta! ¡Es la enfermera, güey! ¡Abre el pinche loca! ¿Está cerrado? ¡Saray! ¡Ale! No seas mamón, güey. ¿Está bien? Ay, Dios mío. La enfermera nos cerró la puerta. Escuché un ruido muy fuerte. Когда они выходят на крышу, то снова видят красные пятна и слышат странный звук. Та самая фигура снова проходит по больнице, но как только они начинают охоту на нее, она бесследно пропадает. Команда решает также исследовать часовню этой больницы, где также начинают происходить необъяснимые явления. Посмотрите. La capilla se puede decir. ¡Mira! ¡Ay, cerró la puerta! No quiere que entremos. No quiere que entremos. ¿Que no quieres que entremos a esta iglesia? ¿Por qué no quieres que ingresemos a este lugar? Es un lugar sagrado. Güey. Son 9,000 personas, digo, tenían a compartir juego la ouija, 15,000 compartidas. Aquí no la ouija. Imagínate cuántas madres, abuelas aquí venían a dejar su dolor, sus plegarias. Mira, hay huellas de niños. ¿Dónde? Acá. Miren, acá están. Los deditos. Miren, acá están. Aquí están. La luz. Ah, la luz. ¿Otra violeta? Ah, sí. Son huellas de niños. Mira. ¡Ay, cabrón! ¿Viste ese drive? Ale, ¿lo vieron? Sí. Vi que esto subió y vi que a la misma vez pum, se cayó. Exacto. ¿Velas? Mira, ahí están las bolitas de niño. Ahí está. No se logran captar con la luz azul. No lo veo. Ahí está. Ya la vi. Ahí están. Son deditos chiquitos. Son deditos chiquititos. Pero aquí se escuchó. No lo escuché yo. Mira las cosas como están, güey. Te estaba diciendo yo, vamos a mirar. Mira. O sea, y déjenme decirle que mucha gente sabe que se pega más en una iglesia, hay más manifestaciones que en un cementerio.
demonios, alejar cualquier tipo de entidades en una iglesia. Y más un tipo de... Acá no mover eso, güey. Ay, Alejandra, ¿viste? Ay, qué pedo, güey. Ahí está la silla, güey. Yo no la dejé de grabar, Yo no la dejé de grabar, yo no sé qué bien. Las tomas, si quieren ver diferentes tomas, vean la de José Rojas y Saray. Te estoy diciendo que hay una fotografía, muchachos. Uy, ¿qué fue eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Ey! Se estaba sumando, güey. Se estaba sumando. ¡Bestia, güey! ¿Quién está ahí? ¿Qué desapareció, güey? Te estaba sumando. No hay nadie, güey. Desapareció. Сначала можно заметить движение входной двери, а затем и вовсе стул двигается сам по себе. Они тут же подходят к стулу, чтобы показать, что он ни к чему не привязан и двигался самостоятельно. В тот же момент команда замечает темную фигуру, которая появляется около входной двери. Они тщательно осматривают часовню, но никаких следов не находят. Деятельность полтергейста, тем не менее, преследует команду почти в каждом помещении. Церковь. Следующее видео снято на камеру наблюдения у церкви. Один мужчина обратился с запросом в охрану, так как у него что-то пропало. Пока охранники искали злоумышленника, они обнаружили загадочные кадры. Давайте посмотрим. Одна из боковых дверей открывается сама по себе, а затем происходит нечто действительно пугающее. Полупрозрачная фигура выходит через проход, а дверь остается открытой до тех пор, пока фигура полностью не выйдет. Затем она закрывается. Очевидцы, тем не менее, верят тому, что они стали свидетелями некого духа. Следующее видео короткое, а его первоисточник неизвестен. Женщина, просматривая камеры наблюдения, заметила нечто жуткое в одной из комнат. Посмотрите. Kenapa makin jelas aja? Ini apa ya? Ini kita tanya teman-teman kita yang info ini. Когда она снимает комнату, в ней никого нет, но на экране отображается некая аномальная фигура, которую многие зрители назвали призраком. Было и обратное мнение, которое заключалось в том, что на камере могла быть пыль, паутина или простой жук. Мне интересно послушать ваши догадки по поводу этого видео, так что напишите свое мнение. Купание. Следующее видео снято девушкой по имени Элла, которая купалась в реке. Снимая то, как она ныряет, Элла никак не ожидала увидеть нечто жуткое, что она все еще не может объяснить. Давайте посмотрим. Увидели? Когда Элла окунается, под водой можно увидеть различимую пару ног позади нее. Однако уже секунду спустя, когда она вынырнула, мы уже никого не видим сзади. На протяжении всего ролика видно, что в воде больше никого нет, кроме девушки. Есть только люди на берегу, в нескольких метрах. Некоторые зрители высказали свои предположения. Одни говорили, что, возможно, кто-то утонул в этой реке, и его сущность задержалась здесь. Другие писали, что это могла быть просто тень, обман зрения. Беги. Следующий ролик был снят на камеру наблюдения. Охранник заметил нечто странное и решил поделиться этим видео.
Посмотрите. На видео бежит весьма напуганная женщина. Кажется, она даже убегает от кого-то. Через несколько мгновений появляется фигура, которая идет прямо за ней. Зрители заметили, что это нечто будто материализуется из ниоткуда. Хорхе проживает с женой и детьми, и каждый день видит нечто паранормальное. За последний год было записано сразу несколько тревожных инцидентов, которые пугают больше всего его жену, которая не так давно родила. Давайте посмотрим. Damn, that's crazy. Oh my god, nuh-uh. Are you serious? Dude, what the? Oh wow, she fucked up for that. Dude, she is really fucked up for that. Dude, I can't believe you're telling me this shit right now. Oh my god. You need to be careful around this. No, I'm dead serious. What the fuck? What the fuck? Dude. This fucking ghost is fucking with me again. Yeah, it's fucking with us again. Can you? Oh my god. No, hell no. The fucking cross flipped over again. I'm dead ass fucking serious. Когда женщина лежит на диване и наблюдает за ребенком, кресло-качалка вдруг начинает качаться. Но это было еще не все. Крест, который висит на стене, переворачивается, а активность усиливает. Спустя несколько мгновений дверь закрывается, и только тогда женщина замечает, что что-то не так. Она забирает ребенка и покидает комнату. Уже через несколько дней произошло еще кое-что. Oh my gosh! Guys, this way, this way. Дети играли в гостиной, как вдруг крест, который висит на стене, снова перевернулся. Но это было снова еще не все. Телевизор вдруг выключился, а детская игрушка-кроватка буквально проехала по полу. Это не на шутку напугало не только маму, но и ее детей. Поэтому они быстро покинули комнату. Хорхе, хозяин квартиры, был обеспокоен, так как сущность проявляла особый интерес к его жене. Еще одно событие было зафиксировано на камеру наблюдения. Посмотрим вместе. Leave us alone! Leave us alone!
Женщина обнимает своего ребенка, находясь на кухне. Игрушки с детского стульчика начинают падать, что пугает женщину, и она покидает комнату. Однако активность не прекращается, а дверь силой закрывается. Женщина рассказала, что тревожные события происходили все чаще, и они с мужем рассматривают различную помощь, в том числе поиск священника, который согласится помочь им справиться. Сувениры. В следующем ролике события разворачиваются в Японии. Мура занимается тем, что снимает паранормальные события. На этот раз он заказал интересные и необычные сувениры с печальной историей и установил камеру на ночь, чтобы понаблюдать, что будет происходить. С наступлением ночи становится действительно жутко. Сначала сама по себе у собаки отрывается голова и падает на пол. Затем кукла, которая сидит на стуле, кажется, открывает один глаз, будто следит за кем-то. Еще одна кукла, которая стоит на подставке, также начинает шевелиться, наклоняясь без видимой на то причины. Пользователи, которые смотрели эти видео, намекали Мура, что вещи имеют страшную историю и не стоит их трогать, подвергая себя опасности. Настоящий ужас происходит, когда появляется новость о том, что в квартире Нена, где раньше были все эти вещи, произошел страшный пожар. В следующем видео, которое было снято в Японии, призрака заметили при входе в общественный туалет. Давайте посмотрим. Мужчина заходит в туалет, а спустя уже несколько секунд оттуда выходит фигура, напоминающая призрака. Несмотря на это, через несколько мгновений мужчина покидает это место. Самые зоркие зрители заметили, что это нечто буквально шло через стену. Так что же это было, если не призрак? Пишите свои мысли в комментариях. Следующее видео действительно пугающее, так что приготовьтесь.
Камера наблюдения показывает девушку, которая подходит к одной из комнат, как вдруг нечто хватает ее за волосы и буквально утаскивает в комнату. Это напоминает сцену из фильма ужасов. Согласитесь, никакой информации о том, что произошло дальше, у нас нет. Как считаете, мог ли это быть полтергейст или это просто неудачный розыгрыш? Отель. В следующем видео мы увидим отель и сотрудника, который работает допоздна со своими коллегами. Он рассказывает, что кроме сотрудников отеля на этом этаже никого не было в тот день. Однако они заметили нечто странное. Они слышат какие-то странные звуки, исходящие из одного номера. Спустя некоторое время один сотрудник решает пойти и проверить номер. Давайте посмотрим. Так вот, мы получаем сумасшедшие звонки из этой незанятой комнаты на втором этаже, и это происходит уже в третий раз, и я беру вас всех с собой, так что... Annoyed with this little trip that I've been doing constantly. Okay, keys. I think it's 2. Да, 226. Именно так. 227 номер. Все в порядке. Все в порядке. Вот телефон. Никто не звонит, здесь никого нет. Да, все в порядке. Здесь никого нет, никаких телефонных звонков. Я ухожу. Это странно. Однако мы можем увидеть, что когда он заходит в номер и осматривает его, то никого там не находит. В еще одном видео девушки, снимая развлекательный номер, положили свой телефон в лифт и отправили на второй этаж. Пока они шли по лестнице, чтобы забрать телефон, было заснято нечто неожиданное. Посмотрите. Испугались? Обосрался. Сначала лифт открывается и закрывается несколько раз, а затем можно услышать странный голос. Затем одна из девушек добирается до лифта и забирает телефон. Всего через несколько дней после этого, когда девушки разбирали новую мебель, которую привезли в отель, они засняли еще одно видео. Посмотрите. No, don't feel bad. It's terrible. Didn't you want to clean it real quick? Yeah. You know what I mean? Like, I don't know. Yeah. Anyway, so my sister, she graduates in 2 days, and I asked for the whole weekend off because like we're gonna get dinner with her. My parents are flying in, you know, like the whole thing. So she literally scheduled me the whole weekend. Wait, am I working on the weekend? Wait, let me check.
If you, where's my, do you have my phone? Have you seen? I think I left it on the table. Oh my god, are you filming with my phone? For the vlog. Girl, nobody cares about our stupid. Somebody cares. What do you want to talk about? Where the mirror should go? Yeah, actually, let's do our job. Okay. All right. Chat, should the mirror go here? In this corner? The right corner. Okay. Or in that corner. Некую фигуру можно увидеть позади них в зеркале, будто она просто стоит и наблюдает за девушками. Когда одна из девушек поворачивает телефон вокруг, фигура исчезает. Зрители писали, что все эти события происходили на втором этаже здания, что довольно странно. Следующее видео было опубликовано охранником, который работал в ночную смену. Давайте посмотрим. Bak burada fark ettim. Dışarı çıktım. Baktım kayboldu. Buradan kayboldu. Ondan sonra koşturdum içeri. Спустя несколько мгновений появляется белая фигура, напоминающая призрака. Мужчина замечает аномалию и идет осмотреться, но в итоге никого не обнаруживает. Что бы это ни было, оно просто исчезло, будто даже растворилось. Мужчина говорит, что он больше не хочет работать охранником ночью, подвергая свою жизнь опасности. Он не уверен, что это был простой сбой в работе камеры, так как они еще никогда его не подводили. It's all fake, can't tell the real from the